Это Вена, один из самых красивых городов в Европе. И попадая сюда, у вас может возникнуть вопрос, как лучше исследовать этот город? Постараться посетить как можно больше достопримечательностей или дать себе возможность неспешно прогуляться по нетуристическим местам, есть национальные блюда или устроить пикник из того, что продается в ближайшем супермаркете. Для меня Вена – это место красоты, барочные здания, архитектурные жемчужины императорской эпохи. Но это великолепие действительно оживает благодаря множеству зеленых островков, в которых Вена утопает и сразу же влюбляет в себя. Самый зеленый город в мире, самый комфортный город для жизни – это лишь малая часть званий, которых была удостоена столица Австрии. И когда ты приезжаешь в Вену как турист, то, конечно, в первую очередь тебя привлекают культурные события и достопримечательности. И действительно есть на что посмотреть. Но сегодня я хочу вам показать немного другую сторону Вены, наполненную запахом сирени и зелеными лугами. С учетом того, что Вена очень зеленый город, и мы хотим посетить как можно больше парковых зон, мы решили арендовать велосипеды, причем сделать это очень легко. Мы скачали приложение Nextbike, и здесь нужно сделать буквально несколько манипуляций. Нажимаем «Арендовать велосипед», выбираем, который понравился, сканируем, и в принципе все. Нажимаем «Арендовать сейчас», и готовы. Так, и вынимаем велосипед. Так, ну, все получилось, и поехали. Свои велосипеды мы взяли возле приходской церкви Святой Елизаветы, хотя это можно сделать почти в любой точке города. Такие пункты разбросаны по всей Вене, что делает идею самостоятельной велосипедной экскурсии еще более привлекательной. И если вам нужно еще больше аргументов, ловите. В Вене больше 1000 километров велосипедных дорожек, по которым ехать сплошное удовольствие. И для того, чтобы поездка прошла максимально комфортно, давайте с вами ознакомимся с нюансами. Часто тротуары и дорожки в Вене условно разделены на две части – для велосипедов и пешеходов. Многие туристы по незнанию не обращают внимания, что знаки на разных участках могут меняться местами и оставляют свою траекторию движения без изменений, в результате чего часто слышат сдержанное австрийское негодование, вызванное легким раздражением из-за нарушения правил движения. Идти нужно там, где нарисован человек. И несмотря на то, что движение здесь более дружелюбное к пешеходам, чем, например, в том же Амстердаме, где если ты не на велосипеде, то прав на дороге у тебя немного, и в результате столкновения всегда виноват. Все равно стоит быть осторожным, велосипедисты имеют преимущество. А мы тем временем въезжаем на набережную Дунайского канала. Дунайский канал, именуемый также Малым Дунаем, возник в ходе регулировки Дуная в середине 19 века. Он является самым южным в Вене, первоначальным рукавом Дуная. Его протяженность составляет 17 километров, и он протекает мимо Венского старого города. А еще Дунайский канал – самая большая в Вене площадка с граффити. Рассматривая ее, вы наслаждаетесь каждым километром. Вдоль всего канала стены украшены граффити. Я, к сожалению, не являюсь экспертом данного направления искусства, но по моему личному мнению есть прям очень даже классные работы. Что мне понравилось? Вообще, помимо данного места, в городе очень редко можно найти стены, которые украшены граффити, либо изуродованы граффити. И мне понравилось, что власти понимают, что люди хотят выражать свою творческую натуру и в данном направлении в том числе, и дают целое пространство, где люди могут спокойно все это реализовать. И в данный момент мы прям встречали несколько ребят, которые делают новую работу. Может быть, это будет работа классная, может быть, не очень, но таким образом они тренируют свое мастерство, и это очень круто. Велосипедная прогулка вдоль воды всегда таит в себе что-то расслабляющее. При этом хочу отметить, что набережная наполнена жизнью. Многие активно занимаются спортом, читают, встречаются с друзьями. И в целом все это делает место максимально привлекательным. Не могла проехать мимо очень интересного, на мой взгляд, места. Это общественный огород. И мне кажется, что это настолько мило помочь людям реализовывать свои какие-то желания, выращивать что-то
в земле, потому что не у всех есть такая возможность, многие живут в квартирах, а тем не менее, пожалуйста, ты можешь это воплотить все здесь. Причем место очень уютное, и что мне больше всего понравилось, можно спокойно заходить, что-то просматривать, либо здесь есть даже такое маленькое уютное место, где можно сделать какой-то небольшой пикничок, но сделали предупреждение о том, что, пожалуйста, не надо ничего вырывать, либо что-то портить, пожалуйста, не думайте, что это общественный туалет, это не так, и если вы хотите стать членом данного клуба, то можно просто написать письмо, и, в принципе, вас с удовольствием примут. Поэтому очень круто, что такие места есть, мне действительно очень нравится, что все эти небольшие правила соблюдаются. Paradiser Garden. Официальное название этого общественного сада. Он был основан в 2013 году как небольшой клуб с численностью не больше 40 человек. Каждый в одиночку или парами ухаживает за грядками, приятно проводит время, обсуждает новые ростки, создавая зеленый оазис в застроенной городской зоне. Всех их объединяет любовь к садоводству и отличное чувство юмора. Обратите внимание на предупреждающие таблички. Когда ты представляешь в своем воображении мусоросжигательный завод, то, скорее всего, картина будет печальная. В Вене решили поработать с этим стереотипом и решили сделать все совершенно противоположно. Сделать очень яркое, красочное, крутое здание. Оно находится позади меня. Архитектором выступал Хундерт Вассер. И если его дом является просто обязательной культурной программой, когда ты приезжаешь в Вену, то этот объект очень редко посещают, хотя, я думаю, зря. Но он находится немного в отдалении, но если вы на велопрогулке, то обязательно нужно хотя бы сделать остановку и посмотреть на это очень крутое здание. Этого завода, который больше напоминает сказочный замок, сошедший со страниц «Алисы в стране чудес» или «Волшебника изумрудного города», могло бы и не быть, по крайней мере в таком виде. Архитектор не сразу дал согласие на дизайн этого сооружения. Оригинальное здание завода сильно пострадало от пожара в 1987 году. Тогда мэр города обратился к популярному пропагандисту идеи о гармонии природы и архитектуры Худенвассеру с предложением придать новому Шпиттелау красочный и визуально приятный облик. Но вот облом. Как заядлый поборник экологии, Худенвассер считал, что мусор необходимо не сжигать, а максимально перерабатывать, извлекая из этого пользу. Но после консультаций с защитниками окружающей среды и гарантий, что завод будет оснащен по последнему слову техники, чтобы свести вредные выбросы в атмосферу к минимуму, архитектор пересмотрел свое решение и дал согласие превратить муниципальный завод в произведение искусства. На первый взгляд здание выглядит максимально странным и олиповатым, но на самом деле каждая форма и цвет несут в себе различные идеи, связанные с Веной или темой экологичности. Многоцветные эмалированные оконные рамы, хаотично разбросанные по стенам завода, и дымовые трубы символизируют вращающиеся куски мусора, чтобы дать посетителям поверхностное понимание технологических процессов, что происходит внутри. Цветные окна также характеризуют одновременно как рассвет и богатство, так и стагнацию современного общества. Зеркальные золотые шары, венчающие заводские трубы, это не просто броский архитектурный декор, а эффективные фильтры, которые удаляют из дыма тяжелые металлы, кислоты и диоксид серы, благодаря которому в окрестностях завода нет никакого неприятного запаха. Так что всем, кто увлекается урбанистикой, зелеными технологиями, советую записаться на экскурсию по Шпиттелау или как минимум приехать сюда и посмотреть, как завод, который может утилизировать 250 тысяч тонн мусора ежегодно и подает тепло в 60 тысяч домов и муниципальных учреждений в Вене, превратился в туристическую достопримечательность. Ну а мы едем дальше. Наша следующая локация – это Дунайский остров, или как его еще называют Дунауинзель. Это искусственно созданное пространство для того, чтобы регулировать Дунай. И очень круто, как эта территория превратилась в особое место для жителей, где каждый может найти свой уголок счастья, побыть наедине с собой или устроить шумный пикник. Этот остров площадью 6000 квадратных метров включает в себя 42 километра песчаных, галечных и травянистых пляжей, бухты для купания, площадки для игр, дорожки для бега, конечно же для велосипедов. Также имеются обширные зоны для нудистов. Короче, каждый найдет себе развлечение по душе. Но самое главное, что на этой территории ты можешь позволить себе притормозить время, никуда не спешить, любоваться природой, посмотреть на эти луга, усыпанные одуванчиками.
Как вы уже поняли, звание «Самый зеленый город в мире» Вена получила заслуженно. А тем временем мы едем в нашу последнюю локацию на сегодня. Мы сейчас приехали в другой парк, Пратер, но по нему мы решили прогуляться пешком, поэтому сдали наши велосипеды. На одного вышло меньше, чем 4 евро за 3 часа. Но прежде чем мы зайдем в парк, мы сделаем небольшую остановку, потому что хотим сделать пикник. Сегодня воскресенье, и купить продукты в Вене практически нереально, потому что почти все супермаркеты закрыты. Но есть один лайфхак. В вокзальных зонах некоторые из них работают. Мы сейчас отправимся в Билу и купим что-нибудь для того, чтобы устроить наконец-то наш пикник. В таких супермаркетах всегда много людей, а в хороший солнечный воскресный день количество превосходит любое воображение. Это настоящая давка. Несмотря на то, что все товары в наличии, выбрать что-то очень сложно. Несмотря на то, что кадры покупки продуктов при вокзальной зоне могут вызвать легкий шок, на самом деле по факту не так все страшно. Да, толпа, есть некоторые такие сомнительные личности, но регулирует полиция порядок достаточно, чувствуешь себя комфортно. Тем не менее, мы наконец купили наш перекус, это сэндвич и такой салат, поэтому мы сейчас с удовольствием поедим и посидим, посмотрим на окружающую красоту. Я думаю, что этот парк особо не нуждается в представлении. Венское колесо обозрения, которое как раз-таки находится в Пратере, является одним из символов города. Если вы не сделали круг на Венском колесе обозрения, значит вы и вовсе не были в Вене, гласит неписанный закон для всех туристов. Но помимо колеса обозрения, множество аттракционов, зеркальных лабиринтов, комнат смеха, американских горок и всего, что может вызвать адреналин, страх и восторг одновременно, в Пратере каждый может найти развлечения на свой вкус. Центральная аллея в Пратере – идеальное место встреч для всех любителей активного отдыха. Здесь люди катаются на велосипедах, бегают, на роликах катаются. Но, конечно, здесь особое удовольствие именно бегать, потому что на этом месте был поставлен невероятный рекорд. Знаменитый марафонец Кипчоги выбежал из 2 часов. Марафон – это просто удивительный показатель. И, конечно, когда ты бегаешь на этом месте, ты можешь себя подбадривать, ставить себе новые цели, новый рекорд, и это очень круто. В выходные дни многие предпочитают проводить время именно здесь. И иногда кажется, что людей очень много. Но в этом и есть прелесть Пратера. Он занимает внушительную площадь, свыше 6 миллионов квадратных метров. Пратер настолько огромный, что каждый может найти укромный уголок. Мы сейчас находимся на участке, который больше напоминает какой-то волшебный лес. Мы здесь абсолютно одни. Единственное, кто нас отвлекает, это вороны, которые здесь летают. Но ощущение очень классное. Ты можешь походить, подумать о своем, о своих мечтах, о своих планах. И воздух здесь невероятно чистый. Когда-то эта территория была излюбленным местом охоты габсбургов. И иногда до тебя доходят отголоски того времени, когда наблюдаешь за веселыми псами и удирающими от них утками. Считается, что Пратер – это один из красивейших парков в мире. И не потому, что он сделан с особым изыском. Понятие красоты у всех разное, и каждый может найти свое. В гармонии с собой, с миром и с уверенностью в завтрашнем дне. В эти выходные, к сожалению, кусты сирени уже не такие яркие, пушистые, как были в прошлые. Но тем не менее, я рада, что получилось запечатлеть этот момент, когда уже наступила весна, когда можем радоваться сменой сезона. Я надеюсь, что у каждого будет такая возможность. И на этом, я думаю, надо заканчивать видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и самое главное, берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока.